Эй, парни, бросайте эти сопли. Вас ждет вторая серия. Топ-5 правильных упражнений теперь от нас. Для начинающих. Итак, первое упражнение в нашем рейтинге для начинающих – это, конечно же, приседания. Во-первых, это упражнение понятно всем. Начинающий, молодой, начинающий, возрастной. Но все знают, что такое приседание. В чем его плюсы? Оно максимально воздействует на все тело, максимально энергозатратное. Неважно, худеете вы или набираете мышечную массу, повышаете силовые качества или силовую выносливость. Приседание подойдет практически всем. Огромный плюс приседания в том, что каждый из спортсменов, даже начинающих и молодых, и вообще, которые только пришли в зал, может подобрать для себя свою технику. Как показал Андрей, со штангой, либо с гантелей в стойке сумо, как многие девчонки любят делать, либо же это будет техника с 2 гантелями в 2 руках. Неважно, каждый сможет найти ту технику, которая даже как для начинающего, для него будет ему доступна и удобна. И, соответственно, приведет к желаемому результату и достижению поставленных целей. Упражнение номер 1. Упражнение номер 2. Очень важное, самое важное – это гиперэкстензия. Да, по энергозатратности оно не сравнится ни с первым, ни с дальнейшими. Но в чем его важность? Оно закачивает самый уязвимый участок тела. Это ваш пояснично-крестцовый отдел, что является базой для дальнейших тренировок и всего тренировочного процесса. Со слабой спиной в дальнейшем ничего хорошего вы не добьетесь. Поэтому это упражнение занимает 2-е место по важности именно для здоровья. Упражнение номер 3 в нашем рейтинге полезности – это отжимания. Естественно, не каждый новичок сможет отжиматься по классике от пола, но отжимания от перекладины доступны всем – мужчинам, женщинам, мальчикам, девочкам. Благодаря тому, что можно изменить, давай покажем, Андрей, высоту перекладины, ниже или выше, вам будет сложнее или легче. Опять же, по понятности для мозга, для человеческого, это упражнение понятно всем с детства. Поэтому выбираем удобную высоту и отжимаемся. Что, Андрей? Попу не поднимаем вверх, я бы еще добавил. Ну, это уже техника, это уже нюансы. В чем плюс этого отжимания? Также энергозатратность. Оно включает все жимовые мышцы, плюс мышцы кора, также, как Андрей сказал, и нижнюю часть тела. Поэтому энергозатратность топчик, трансформация тела максимально быстрая. Но если нет такого тренажера, можно делать на коврике, например, с колен. Или от какой-нибудь скамейки. Если у вас больше, допустим, зал аэробного направления, то есть выбираем удобную амплитуду по ширине рук и также отжимаемся. Замечательно. Упражнение номер 3 нашего сегодняшнего топа. Следующее упражнение в нашем рейтинге – это подтягивание. Первый вариант – это если ваш зал позволяет, можно подтягиваться в TRX. Во-первых, большинству людей, это опять же само по себе упражнение подтягивания, будет понятно, в чем плюс TRX. Здесь в нижней точке можно хорошо позволить растянуться пояснице. И это будет и полезно, и безопасно. Опять же, сложность можно регулировать постановкой ног. Чем ноги дальше стоят, тем легче. Можно делать коротенькую амплитуду, как для начинающих. А можно делать углубленную, как я даю своим подопечным, что будет иметь больший эффект и, как я говорю, самое главное, безопасность. Один из самых больших плюсов – это кровонаполнение всех тянущих мышц. Если в отжиманиях это были жимовые, то здесь тянущие. Задняя дельта, верхний массив спины, низ трапециевидных, бицепсы, предплечья и, как я уже сказал, растяжка для поясницы. Если же TRX в вашем зале нет, можно использовать также низкую перекладину. Так же, как низкую перекладину, можно использовать машину Смита. Чем дальше ноги, тем тяжелее. Чем ближе ноги, Андрей, покажи, пожалуйста, ближе ноги, тем будет легче. Также точно можно регулировать высотой перекладины. Чем выше и ноги ближе, соответственно, будет легче. Но, несмотря на все это, вы можете контролировать работу верхнего массива спины и, как и в предыдущем моем варианте, растягивать поясничку, что полезно для здоровья. Энергозатратность колоссальная, тело получает большой налив даже у профессионалов. Да, Андрюха? Да, вот так ощутимо. Если делать правильно и, как я говорил уже, для новичков безопасно и эффективно. Накачался.
И еще одно упражнение на плечи, конечно же. В сегодняшнем рейтинге это подъем гантелей через стороны вверх. Сейчас Андрей показывает, как можно через стороны, именно жимом дожимать. Благодаря тому, что руки сводим перед собой, можно делать на ровных руках. Но для большинства клиентов начинающих это будет более понятно, чем просто научить их поднимать правильно руки в стороны, как показывает практика. То есть подъем именно через стороны вверх, задействует сразу и переднюю дельту, и среднюю, и трапецию. Поэтому сразу же эффект, сразу же хороший налив колоссальный, человеку понятно. Опять же, если эта техника не совсем заходит для плечей, можно поделать обычные жимы. Вот, подать руки, Андрюха показывает тоже. И просто пожать с легкой амортизацией коленями. Также будет участвовать вся дельта. Сильно не разводим в стороны. Пум, разгоняем и небольшим весом. Также с помощью такой амортизации будет полезно. И мужчинам, и женщинам, и начинающим, и возрастным, и молодым. И еще один минус, Какой? что с гантелями вот мне удобно кисть держать вот так, а не вот Да, так. кстати, в отличие от штанги, каждый может подобрать себе удобный разворот кисти и удобно задействовать свою плечевую ось. Поэтому гантели для начинающих, особенно для новичков, будут более предпочтительны по биомеханике. Мешали. Конечно. Корабль стоит за зданием. Прикольно. Итак, друзья, повторюсь, это были упражнения, которые, на наш взгляд, самые полезные, самые эффективные для начинающих. Вторая Естественно, вторая, первая, да, была другая тема. У вас может быть свое мнение, присылайте, выслушаем, обсудим, если есть такое желание. Можете добавлять упражнений бесчисленное множество. Опять же, все зависит от человека, от его предпочтений, даже психоэмоциональных. Кому-то не нравится что-то одно, кому-то не нравится другое. Это лишь наше мнение, мы с вами поделились и уверены, вам оно будет полезно. А на сим мы прощаемся, благодарим клуб Orange, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про нас, фидбэк приветствуется и до новых встреч. Goodbye.